Всем большой привет! Друзья, сегодня готовлю мясо на гриле и делюсь самым простым, быстрым и беспроигрышным способом маринования стейков, чтобы мясо любое получилось вот таким вот сочным, нежным, невероятно ароматным, с лучком. Это очень вкусно. Тут у меня 2 килограмма окорока. Я его уже порезала, чтобы не утомлять вас нарезкой. Тут довольно такие плотные, без жира кусочки, толщиной где-то 1,5 сантиметра. Для этого способа маринования подходит любая часть свиньи, и филейка, и лопатка, окорок. Это не принципиально. За счет маринада будет все сочно, вкусно и ароматно. Теперь дальше приступаю к маринованию. Солю на 2 килограмма мяса. У меня полная столовая ложка соли. Соль обязательно не йодированная. Полная с горкой столовая ложка хмели сунели. Это идеальная специя для любого мяса. У меня, конечно же, своя домашняя. Если кому интересно, вверху будет подсказка, ссылка, как ее приготовить самому. Если такой нету, значит берем те, которые у вас есть в наличии. Дальше 2-3 столовые ложки растительного масла на 1 килограмм мяса. Обязательно рафинированный, оно поможет мясу остаться сухим при жарке и еще больше раскроет все ароматы специй. Ну еще не могла я обойтись без своей любимой добавки к шашлыку. Это аджика с бархатцами, пажитником и красной острой паприкой. Я понимаю, что не у всех есть такая добавка, но вдруг вас заинтересует, как ее приготовить. Опять же, оставляю вам подсказки и ссылки. Хорошо размешиваю, чтобы маринад равномерно распределился по мясу. Мне осталось только нарезать лук. Лук нарезаю вот такими довольно крупными кольцами. 1 луковица на 4 части. Благодаря такой нарезке лук не будет вываливаться из решетки, и он пропитается маринадом, отдаст все свои ароматы, соки и еще дополнительно мясу. Этот лучок получается потом в итоге очень вкусный. Выкладываю слоями слой лука, слой мяса в емкость, в которой я буду мариновать мясо. И дальше накрываю тарелкой и укладываю сверху груз. У меня это литровая банка с водой. Сверху закрываю все пленкой и мариную. Мое мясо мариновалось 3 часа. Теперь выкладываю все на решетку и в промежутках укладываю кольца лука. Угли уже готовы, побелели, а значит можно уже запекать мясо. Результат, друзья, вы видите сами. Очень красивые, ароматные, сочные. А румяный и ароматный лучок – это прекрасный бонус к мясу. Любой салатик, у меня сегодня самый простой, капуста с зеленым лучком, разрежу. Оно хоть и без прослоек жира внутри, но посмотрите, довольно-таки сочные. Хоть и мариновалось всего лишь 3 часа. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео.